Десятки таких видео жители края сейчас публикуют в соцсетях. Накануне на Ставрополье обрушились ураганный ветер и дождь. На улицах краевого центра упали 50 деревьев, повредило 40 электролиний и кровли 2 учебных заведений, 11-й школы и колледжа сервисных технологий и коммерции. Мощные порывы ветра срывали и уносили практически все на своем пути. Не смогли устоять мусорные баки, ограждения, заборы, рекламные вывески и даже остановки. Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю призывает жителей и гостей края соблюдать осторожность при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий для электропередач и ветки деревьев. Водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Губернатор края Владимир Владимиров поручил всем отраслевым ведомствам держать ситуацию на контроле и незамедлительно принимать меры по ликвидации последствий стихии. Об этом губернатор сообщил на своей странице в Инстаграме. На улицу уже утром вышли спасатели, десятки санитарных бригад, коммунальные службы и энергетики. В настоящее время идет оценка ущерба и ликвидация последствий. По деревьям в работе остается еще 19 деревьев на 17:00. По линиям электропередач 70 заявок еще в работе. Все службы работают в городе исправно. Координацию служб осуществляет лично глава города. Бригады работают практически в режиме нон-стоп. Расчистив один объект, тут же отправляются на следующий. За сутки намерены закончить все важные работы. Обещают, что кровлю в 11-й школе сделают сегодня же, чтобы завтра за парты сели ученики. Это уже вторая крыша у нас по счету. Помимо этого заваленные деревья. Ну ничего страшного, ничего плохого такого не произошло. Самое главное, что без жертв. А теперь наша главная задача, мы находимся на школе номер 11, это школа имени Бурмистрова, где также сильными потоками ветра повредило крышу. И для того, чтобы завтра ученикам безопасно попасть в школу, спасатели будут демонтировать. Кстати, жителей Ставрополя такая погода не пугает. К ветру, говорят, давно привыкли. Это уже своего рода визитная карточка города. Единственный минус – шумные порывы ветра мешают спать. Ну, ветер, ну-ка, что сделаешь? От ветра куда денешься? Погода, Ставрополь, это есть Ставрополь. Однозначно спать не дано, ну, поломать ничего. А почему спать не давало? Что мешало? Ну, возле дома деревья, вот шум, грохот такой. Чтобы не подвергать опасности учеников младшей школы, им разрешили остаться дома. Однако уже завтра, обещают синоптики, погода вернется к привычным для февраля нормам. Яна Лукошкина, Николай Попов, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение.